это просто отрыв башки. Ну что, Митя, маме хочется? Да, увидеть Алтай, главное не умереть. Отправляясь в путешествие на Алтай, Дмитрий еще не знал, что это будет одна из самых трудных и опасных охот в его жизни. Путь на машине от Екатеринбурга до Республики Алтай составляет 2400 километров, пересекает 6 субъектов Российской Федерации и проходит через Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул и Горно-Алтайск. У наших охотников дорога заняла 2,5 суток. И вот, наконец, они въезжают в страну гор. Сопки вдоль дороги постепенно растут вверх, дорога начинает извиваться как змея, а пейзажи становятся все более фантастическими. Алтай, привет! Из всех мест, где я был, Алтай самое потрясающее место. Никакая Швейцария не сравнится, ни Франция, ничего. Просто едешь, и у тебя захватывает дух от каждого километра. Всегда сменяются пейзажи, где-то снег, где-то горы, где-то облака, где-то солнце. И вот так все просто сумбурно, и все такое яркое, и все такое красивое, что просто сходишь с ума от этого. Дим, какие впечатления? Мои? Да я даже не знаю. Какие впечатления? Мы должны взять козерога, морала, медведя, волков настрелять. Представляешь, у нас какая программа? Как ты думаешь, кого мы возьмем из-за того, что я перечислил? Как все будет? Первое всего, что мы убьем время, ноги, а там по ситуации. Короче, ты как всегда оптимист, блин, вот на букву П. Загадывать что-то, предвидеть перед собой, это все может перевернуться в обратно. Я не знаю, что ожидать того места, куда мы едем, что и как там. Посмотрим? Ну похудеешь зато. Я и так стройный. Село Акташ расположено на южном склоне Курайского хребта. Население 3500 жителей. Акташ с алтайского переводится как «белый камень». Поселок был образован в 1942 году, когда здесь силами добровольцев стали разрабатывать ртутный рудник для производства боеприпасов. Здесь расположена основная база. На въезде охотников встречает организатор охоты Владислав. Привет, Владислав. Влад. Приятно. Дима? Влад разъясняет дальнейший план охоты. Патрол он рекомендует оставить здесь, а дальше ехать на его УАЗике до Улагана. Там нужно забрать проводника, местного алтайца. Затем в Саратан. А оттуда на лошадях в горы. Николаич, увидев горы, предпочел остаться в Акташе. По пути охотники встретили несколько моралух. Не вижу. Да вон, А, две. Три даже. Назад. Ну, все, побежали. Это добрая примета. Да он стоит справа. Что, убежал? Нет, стоит.
будет. Да ладно, поехали. О, пошла. Их там две. Две марлухи стояли прямо в 20 метрах от нас, позировали. Когда без оружия едешь, это всегда так. Когда с оружием, зверя надо найти, выследить, и никогда он не подходит. Как чувствует. Самочки-то здоровые. 3, да? Я только 2. Во время рыва на каждом шагу почти встречается иногда. Когда просто так ведешь туристов там, на рыбалку или куда-нибудь. Несмотря на всю окружающую красоту, жизнь в Алтайских горах не назовешь райской. Здесь нужно много трудиться и работать. Местные сейчас во многом ориентированы на туристов, так как Алтай активно развивается как крупный туристический центр. Но туристический сезон длится не круглогодично. Поэтому местное население в основном ведет традиционный уклад жизни с промыслами и сельским хозяйством. Особое место в жизни и культуре алтайцев занимают лошади. Они здесь особой алтайской породы, очень сильные и сверхъестественно выносливые. Цена хорошей обученной лошади может превышать 70 тысяч рублей. Непритязательность алтайских лошадей делает возможным их круглогодичное содержание на лугах и полях. Летом животные питаются сочной травой, а зимой добывают корм из-под снега при помощи специальных щеток на своих копытах. Но такое содержание несет и свои опасности. В алтайских лесах очень много волков, которые не прочь полакомиться кониной и другим домашним скотом. Как рассказал сопровождающий охотников проводник, в среднем в год волки съедают у него по 5 лошадей. Волки здесь – это огромная проблема. Для охраны табуна алтайцы разводят лаек, при этом они не особо следят за ними. Все происходит естественным путем. Собаки предоставлены сами себе, никто их не привязывает. И если какую-то собаку съедают волки, то никто сильно не переживает по этому поводу. Тут автомобильные дороги заканчиваются, и охотникам придется пересесть с 4 колес на 4 копыта. Да, хоть сейчас на дворе и 21 век, но для путешествия по горным тропам ничего лучше лошадей еще не придумали. Ребята, сегодня первый день охоты. Мы поднимаемся в горы куда-то очень высоко на лошадях. Лошадям тоже очень тяжело, но идут кобылки. С нами проводник алтаец и 6 лошадок. Одна увязалась за нами 6-м номером. Че, или она уже отстала? А, нет, все-таки 5 лошадей. 6-я. Горы увидел, сказала, ну его нафиг. Алтай. Страшная сила гор. Опасность и смерть подстерегает тебя каждую секунду. Одно неправильное движение, и ты летишь километр вниз вместе с конем. После такого падения вряд ли можно остаться в живых. Тропа проходит в метре от пропасти. В этот момент остается надеяться только на Бога и на это покорное животное, что конь не оступится и не поскользнется на льду. А еще важно 100% доверие к этому животному. В этот раз мне удалось наладить с моим копытным другом связь и взаимопонимание, как в фильме «Аватар». Ни одной попытки выбросить меня из седла он не предпринял, ни разу не оступился.
Тут и чувствуется свобода от всех предрассудков и прочего. Все по-настоящему. Жизнь, смерть. Такие высшие ценности, как все остается там, где-то дома. Организатор этой охоты, еще и философ. Приятно с умными людьми прокатиться. С настоящими. Ну что, Митя, как ощущения? Нормально. К маме хочется? Да пока нет. Ну хорошо. Красота, конечно, здесь неописуемая, ребята. Сейчас немножко пройдусь пешком, чтобы ноги не затекли. Лошадь идет за мной. Тут скользко уже, спуск такой. Уже градусов 35-30. Дышится просто нереально легко. В горах погода всегда очень изменчива, и нужно быть к этому готовым. Желательно иметь снаряжение, которое позволит защитить вещи и технику в суровых таежных условиях от дождя и снега. Вот такие мешки делает фирма «Берег». Они уже очень удобные. Тут карманы есть. А самое главное, вот здесь вот такая очень удобная и прочная достаточно, как у рюкзака, лямки. И здесь везде все застегивается. Тащить одно удовольствие. И недорого стоит. Ребята делают много чего хорошего. Делают аэролодки, спальники, палатки, всякие мешки. В общем, все у них, печки и так далее. Все, что необходимо для охоты. Снаряжение, много чего есть у них. Ссылку оставлю в описании. И вот, наконец, охотники на месте. В угодьях горных козерогов. Ребята, это что-то просто нереальное. Фильм назовем «Увидеть Алтай и не умереть», потому что аж дух захватывает от такой красоты. Внизу, конечно, идет большой обрыв, где-то метров 700-800. Одно неправильное движение, и ты труп. Фух, просто нереально красиво здесь. Можно просто сидеть и восхищаться целый день. Не знаю, как вы, я жалею, что я побывал здесь только практически в 41 год. Это просто нереально красиво. Каждому охотнику желаю увидеть эту красоту и здесь поохотиться. Конечно, это нереально каждому, но дай бог, чтобы у всех была такая возможность. Это просто отрыв башки, ребят. Сейчас мы пытаемся найти козерога или медведя. Лицензия есть и на то, и на другое. Посмотрим, улыбнется ли нам и поможет ли нам Баянай. А здесь Кудай называется на Алтае. Даст он нам зверя или не даст. Алтайский козерог – крупное подвижное животное. Внешне он несколько напоминает домашнего козла, но более мускулистый, поджарый и стройный. Это один из самых крупных представителей рода горных козлов, а по ряду данных и самый крупный. Длина тела у самцов 130-160 см, высота в холке 80-110 см. Взрослые козероги весят 60 кг весной и 90 кг осенью. Встречаются и особи весом до 130 кг. У самцов рога могут достигать огромного размера. Они дугообразно вытянуты назад и имеют часто расположенные
сильно выпуклые поперечные валики. Рога у самцов могут достигать длины до 150 сантиметров. Сюда вступай аккуратно, на лед не вступай, вот здесь обходи. Чуть-чуть и все, и ты полетел. Видишь, как опасно. Козероги всегда ждут нападения снизу. Даже их зрение адаптировано так, чтобы видеть лучше вниз по склону горы. Поэтому, чтобы подойти незамеченными, охотники должны подняться максимально высоко, чтобы оказаться выше козерогов. Тяжело. Такая вот. Сильно трудовая. В Тве было полегче. А тут потяжелее. Чего тоже запыхаешься. Прошли километра полтора-два. Надо перекурить. Иначе сердце просто выпрыгнет. Отчасти. Ну, отчасти и от усилия. Счастье было, когда только поднялись и увидели всю красоту. А сейчас так трудновато идти. Но нет задачи, чтобы сердце выпрыгнуло. Поэтому немного будем постепенно давать нагрузку. Жена будет стрелять здесь. Козероги. Вот там где-то внизу пасутся. Они сейчас спустились с гор. С высокогорья. Переходят вниз. Самые трофейные особи тоже спустились с высокогорья сюда вниз. Сейчас у них идет период спаривания. Хорошо, что Николаевича не взяли, он бы тут с ума сошел. Ну реально страшно, просто страшно, чертовски идти. Внизу просто пропасть километр и вот такой вот наклон. Фу. Трава скользкая, поскользнулся, чуть не брякнулся. Улететь можно вообще. Увидеть Алтай не умереть. Да, увидеть Алтай, главное не умереть. От всего. От красоты и от трудностей, которые предстоит преодолевать здесь. А проводник шпарит, как козерог. Быстро-быстро. Удивительный народ алтайцы, как козероги скачут по таким горам. Ну понятно, это их родная стихия. Они здесь выросли, живут, знают каждый камешек. А ты тут идешь, как это, крадешься козьими тропами, козерожьими точнее. К полудню охотникам удалось выйти на небольшую группу козерогов. Теперь главное их не спугнуть.
Проводник заметил одного крупного самца за лиственницей, возможно, с хорошими трофейными качествами. Теперь Дмитрию нужно незаметно занять удобную позицию для выстрела. Сделать это не так просто. Придется проползти к самому краю обрыва. Склон состоит из шатких, осыпающихся камней. Это не только опасно, но и вызывает немало шума, который многократно усиливается в горном ущелье. Вижу, но мне кажется, рога не такие. Рога маленькие. Дмитрий пытается сконцентрироваться и успокоить дыхание. Одышка после подъема слишком сильна. Перекрестие гуляет из стороны в сторону. Непонятно, трофейный ли это самец. Похоже, что Козерог все-таки заметил охотников. Теперь счет идет на секунды. Решение нужно принимать молниеносно. А, нет, вот он, большой, вроде. Пора стрелять. Козерог может побежать в любой момент. Ну все, пошел. Не, все далеко. Вон они пошли. Не стал стрелять. По бегущей попасть сложно. Сначала не увидел, что рога большие, а потом его увидел. Было уже поздно, он уже пошел. Ладно, не наш, значит. Пойдем искать другого козерога. Охренеть, какая сложная охота. Не знал я, что настолько сложная. Завтра вырублю палку. Буду с палкой ходить. Ну его нахрен. Че, ну да, и палка не поможет, если тут полетишь. Первый день охоты, считайте, что подошел к концу. Смотрите, что будет завтра. Да, и не забудьте подписаться на канал. Ребята, готовим мы, не знаю даже что, шулюм какой-то. Просто лук, перец, соль, картошечка и наша тушенка Из косули. Одно мясо. Даже эта палка не выдерживает. Снять такой походный шулюм получится у нас. Ребята, забыли, в общем, тарелки и котелок. Приготовили все импровизированно очень. Ложки забыли. Ложки тоже сделали вот такие. Но мне досталась одна нормальная. Вкусно? Вкусно, отлично. Сухо, тепло, хорошо. Завтра грандиозные планы, поэтому мы вам про них не расскажем.
день охоты. Вчера прошли километров 8, наверное, вот по таким вот горам. Перепады просто по 800 метров. Тяжело так идти, достаточно. Но когда есть цель, то она оправдана. Вскоре проводник заметил стадо козерогов у самой вершины. Молодые особи ходят. Вон там. Значит, и старый там. Нет. Хорошо. Хорошо, ребята. Хоть и тяжело, но хорошо. Трудно охотиться, а еще трудно это все снять. Просто усиливаешь трудности себе раз 10. Но может останется детям, внукам, если YouTube не закроет к чертям. Третья нога, без нее тяжело. Прошли километр вверх вот так, в гору, и еще где-то надо 500. А всего, наверное, километра 2,5-3 прошли. Туман все затягивает, ничего не видно. Семь козерогов стоит. Я посмотрю, там же это, тут же это, глубокий лоб. Чуть вот так, по диагонали. Вниз чуть-чуть по диагонали, на землю сбросим. Все особи в стаде оказались молодые, не обладающие трофейными качествами. Неужели весь подъем был зря? Как я люблю жизнь, ребят. Насколько она удивительна. Все время открываешь для себя какие-то новые и новые места. И все время удивляешься, как ребенок. Потому что жизнь такая разная, разнообразная, в разных местах. Просто диву даешься, как интересен мир. Даже если не добуду, то в любом случае стоило приехать сюда, чтобы вот это все увидеть. Жаль, что не все смогут увидеть эту красоту. Но я советую вам даже подкопить и просто сюда приехать. Может, даже не на охоту, а просто посетить Алтай. Это очень красивый край. Даже по дороге, когда едешь, просто нереально красиво. И все районы Республики Алтай, они все практически разные. Ну, понятно, что схожие, но у всех природа разная, ландшафты разные. Влад, мы сейчас где? Сейчас на моей базе. База называется у меня Аккая. С алтайского языка переводится «белая скала», которая, вон, как видишь, вот в честь нее и назвал. Понятно. Чтобы камень не долетел до меня оттуда. Понятно.
Благоустроенные домики, баня, автоэкскурсии. Вот в туристический сезон организуем экскурсии по нашим местам живописным. Пользуются бешеным спросом, турпоток все увеличивается. Да. Все-таки люди поняли, что Алтай это райское место, да? Да, да. Возможно, благодаря пандемии. Ну, как бы и так тенденция была, что это на увеличение шел поток. А вот как закрыли границы, так для внутреннего туризма это Развивается прям внутренний туризм, Да, да? да, да. Ну это круто. Несмотря на то, что Козерога не удалось добыть и во второй день, Дмитрий не отчаивается. Братан, это Козерога говно. Чую, видишь, Козерога говно. Это лошадиный, по-моему. Да? Вот смотрите, ребята, посоветовали мне здесь местные, чтобы коленный сустав не офигел. Сейчас растянуть его. Вот такие вот наколенники. В общем, они так сильно выручают. Очень крутая штука. И в принципе, вот этот костюм, он очень теплый. Мне нравится Ремингтон. Не холодно. А Хартила костюм, вот этот Винсент, который я в ТВ покупал, 80 рублей я отдал. Если честно, полное дерьмо. Потому что в нем то жарко, то холодно. Чуть-чуть идешь, просто жара. Чуть-чуть ветер, все, уже начинаешь дубеть. Поэтому я стараюсь вам говорить, что хорошее, что мне понравилось, что не понравилось тоже. В общем, Хартила откровенное дерьмо. Мне не понравилось. Не стоит никому покупать, не советую. Да, ребята, охота здесь очень интересная. Экстрима много, лошади, плюс вот такие вот горы. Но шикарно, шикарно. Ради этого хочется жить, когда такие вот жизни горки. То море, то солнце, то избушка и в спальниках ночуешь. Жизнь удивительная и разнообразна. И чувствуешь, что живешь, когда разные в жизни события случаются. Да? Да. И вот так вот идем уже часа, наверное, 3 на лошадях. Экстрим сплошной, сплошной экстрим. Ну, то есть тебе можно прямо приехать, и ты сам все организуешь? Да, там, да. Ну, расскажи маршруты какие, хоть что тут посмотреть. Вот люди не знают, потому что я до этого времени, вот пока здесь не бывал, ну, я слышал Алтай, да, классно, там, и так далее, как бы горы, там, видел фотографии красивые какие-то. Но что настолько, это звездец, если честно, когда ты там поднимаешься на 3000 и смотришь вокруг тебя, что происходит, это какая красота, неземная красота. Вот когда я сам увидел, как бы я понял, что такое Алтай. Расскажи про маршрут. Ну, самый топовый маршрут – это так называемый ретранслятор. На подготовленных машинах поднимаем на высоту 300 над уровнем моря. Там На лошадях или на чем? Нет, на машинах. На машинах поднимаете? Да, да, да. То есть у тебя получается охота, конные туры, и еще и автотуры какие-то? Да, да, да. УАЗики там, еще что? Да, сейчас уже все на ленд-крузеры переходят. Да? Надо же думать. Держать марку. Да, держать марку и о комфорте наших Класс. гостей думать. Класс. Ну, в общем, весь спектр. И питание, проживание, туры. Вот я тебе звоню и говорю: приветствую, Владислав. Дальше что? Ты говоришь: привет. Я говорю: сколько стоит? Вот что сколько стоит? Что у тебя есть? Что ты можешь предложить? Ну, цены постоянно диктует рынок. Мы предлагаем проживание, экскурсии, питание. Ну, в общем, все зависит от пожелания гостя. Заказчика. Да, да, что он захочет. Может, на охоту. Если сезон, то на охоту. Слушай, очень интересная вещь. Человек говорит гостя, не туриста, потому что я часто слышу там турист, заказчик, клиент. Это так по ушам режет, а человек говорит гость. Это значит, что сюда приезжаешь и будут относиться именно как к гостю, а не как к клиенту, заказчику или мешку с деньгами. И это очень важно, Влад, правда. Я сейчас не стебусь, как бы это реально важно. А вообще на Алтае очень серьезная и тяжелая охота.
нужна обязательно подготовка физическая. Так что если кто-то хочет сюда приехать и, грубо говоря, попить водку и стрельнуть козерога, ну, боюсь, что это не получится, поскольку очень физически трудоемко вынести, во-первых, все эти переходы на лошадях. Ну и во-вторых, с похмелья какая охота может быть? И по 15 километров проходить по горам, по 10, это очень труднозатратно, очень тяжело. Поэтому, чтобы здесь охотиться, нужно иметь это в виду. Ох ты, блин. Вот так вот. Чуть-чуть отвлекся. И конь завел куда-то меня под сучок. Давай влево немного. Вот так все сучки сломаем. Двигаясь по лесу, охотники заметили притаившегося на дереве соболя. Этот ловкий и красивый зверек особенно ценится среди охотников из-за своего меха. Цена за шкуру соболя на местном рынке варьируется от 1500 до 7000 рублей. Но наши охотники здесь за другим трофеем. Обнаружили стадо козерогов, где-то 30 особей. Сейчас поднимаемся к ним. Примерно на 1000 надо подняться. Метров 30-40 особей козерога. Лошадей оставили внизу. И нам надо из ущелья подняться на те сопки. Подгоняет нас как лошадей, короче. Давай. В этом месте скалы особенно крутые. И вышло так, что когда охотники подобрались к козерогам, то те уже поднялись еще выше и оказались над охотниками. Крайне неудобная позиция для выстрела. Звездец. Как мы отсюда слезать будем? Туда 150 и туда 150. Благо, что шум реки немного заглушает звуки движения охотников. Козероги начали движение. Вероятно, почувствовали опасность. Догнать их по такому склону просто нереально. Но, возможно, они еще остановятся, и у Дмитрия будет шанс произвести выстрел. Ведь в стаде есть хорошие трофейные особи. Но нет, похоже, уходят. Короче, полкилометра прошли просто по такому подъему. За кусты только держишься. Ушли козероги. Ветер поменялся и от нас подул туда вверх. И все. Ребята, это просто трындец. Слушай, а вот охота, вот мы сейчас охотились на козерога, а еще какие виды? Здесь животный мир очень разнообразен. Козероги, моралы, косули, кабаны, медведи, Да. волки. Да? И ты все организуешь? Да, все можем. Ну, соответственно, в сезон с лицензиями, чтобы не попадать в скандалы там различные. Это вот как с девчонкой, да? Да, вот недавно же был случай. Вот человек приехал как бы без задней мысли и вот подверглась нападкам таким.
А в Республике Алтай сегодня выясняют обстоятельства охоты, которая вызвала общественный резонанс. Эти кадры взорвали соцсети. Потенциально неприемлемый контент. Девушка в камуфляже, окровавленный козерог и карабин с оптическим прицелом. Охотница-блогер на своей странице в соцсети опубликовала снимки с убитым козерогом. На них убитое животное и девушка, что у многих вызвало шок. Общественность ее кровавый триумф не оценила. Ну, я думаю, что это больше все-таки разогнали вот эти защитники, зоозащитники, которые там себя считают, хотя не понимают, что охотники это первые, как бы так парадоксально не звучало, но это первые защитники природы, как бы, потому что это им нужно, и они думают не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Основная причина сокращения численности горного козерога – это браконьерская охота. Трофейные же охотники, прилетающие на Алтай со всего мира, платят огромные деньги за лицензии и сопровождение. Эти деньги позволяют владельцам охотхозяйств организовать охрану популяции диких животных, а также обеспечить хороший доход местным жителям, работающим егерями и проводниками на охоте. Этот доход избавляет их от нужды охотиться на козерогов ради пропитания. Надеюсь, что там все разрешится. Тоже надеемся. Как-то положительно для всех. После общественного резонанса в социальных сетях, вызванного снимками охотницы вместе с тушей убитого горного козла, власти Республики Алтай ввели запрет на охоту на сибирского горного козерога на 3 года. Дмитрий успел поохотиться до запрета. Повезло. Охотники заметили 2 группы козерогов. Одну большую, несколько десятков особей, и поменьше около 5 штук. Но зато все особи в ней взрослые самцы. После недолгого обсуждения было принято решение попытаться выйти к меньшей группе, так как до нее проще подняться. Это все тропы козерога. Сейчас мы поднялись где-то примерно на 500 метров. Скалы, колючки. Это просто пипец. Да. Каждая охота трудная. И вся трудна по-разному. Здесь просто умопомрачительная красота. Но и умопомрачительная тяжесть. По таким горам лазить очень опасно. Когда охотники подходили, козерог, стоящий часовым, заметил охотников и пустился на утек. Это очень плохо. Остальные особи отошли к косогору и остановились, наблюдая за чужаками. У Дмитрия есть считанные секунды, чтобы успеть произвести выстрел. Козероги могут в любой момент перевалить через вершину. Промах. Дистанция более 400 метров. У охотников есть еще один шанс. Возможно, им удастся дойти до второй обнаруженной группы козерогов. Но время не на стороне охотников. Им нужно спуститься с гор до наступления темноты. На все у них есть лишь пара часов. Прошли примерно 3 километра. С каждым шагом все идти труднее и труднее. Руки все в колючках. Когда где-то в середине горы так хватаешься за кусты, а потом начинаются колючки.
хватаешься колючкой, в общем, колешься, все исколы. Нашли вот такие вот рога морал. Они никак цепляются, идти легче. А идти еще 3 километра примерно до того места, где мы обнаружили группу козерогов. А тем злопыхателям, которые говорят, охотник, не охотник, в комментариях какой-то брызжут какой-то слюней своей ядовитой. Ребята, мне на самом деле насрать, что вы пишете. Если вы сами ничего не можете сделать, как бы это ваши проблемы, точно не мои. Берете и делаете. Я знаю деревенских парней, которые сидят, не ноют, подзаработали, что-то сделали и нормально живут. А реветь там и ныть, что все плохо, как бы, ну, значит, это ваш удел. Нойте дальше. Хотя у человека есть всегда выбор. Или ныть, или шевелиться и что-то делать для того, чтобы что-то было. Охотники вышли почти к самой вершине. Козероги должны быть через несколько косогоров впереди. По таким склонам идти до них еще несколько часов. Но вот удача. Козероги сами начали движение в сторону охотников. Нужно успеть быстро занять позицию для выстрела, пока они не заметили охотников. Одна группа пошла наверх. Козерогов 20. Двое идут сюда. Пропали. Одна группа. Сейчас не шевелитесь, только ради бога, Тимка. Вообще не шевелись. Потому что они справа на нас смотрят сверху. А двое этих пока не видно со скалы. Спугнете мне козерогов. Хана вам. Вот, пошли. Два крупных самца вышли прямо на Дмитрия. Характерный черно-белый окрас говорит о том, что это уже старые, матерые особи. И у обоих козлов шикарные огромные рога. Отличные трофейные экземпляры. Теперь дело за точным выстрелом. Расстояние около 200 метров, ветра нет, условия идеальные. Нужно лишь поймать момент, когда козероги остановятся. Парни, вроде бы взял. Один вот здесь вот остался где-то за горой, а второй дальше побежал. Ну это что-то. Ты вам, ребята, это просто прогулка. Мы сегодня прошли где-то километров 7 по горам. Вот так вот просто до 2500 поднимались. Это какой-то. И такая удача. Поздравляю. Влад, спасибо за охоту. Отличный выстрел. Добро пожаловать в горные охотники. Да, спасибо огромное. Это была потрясающая охота, просто потрясающая.
Ну, блин, ты видел, да? Одна группа направо пошла от тебя, а эти два прямо на меня шли. Это был какой-то, я думаю, вот 300 метров. Сначала это было метров 500. Я думаю, блин, не попаду. Прицелился, думаю, не-не-не, подожду. И потом смотрю, они прямо на меня, короче, они откололись два. Два пошли по низу. Потом раз пропали, я думаю, ну все, хана. А потом раз смотрю, группа-то туда отошла и на нас с ним смотрит, короче. Ну, видно им нас, как бы. Я говорю, Дима, тихо, не шевелись. И эти два из-за скалы прямо высовываются, и все, тут ближе, ну где-то метров 200-250 было, я думаю, не буду я ждать, то сейчас куда-нибудь сколятся. Спасибо тебе, Господи, спасибо Алтаю, спасибо Владиславу и его команде за такую организацию охоты, это просто великолепно. Ребята, сейчас передаю вот цветы таксидермисту рога и заодно их посмотрим, какой длины они. Ну-ка, Сергей, ты знаешь, как правильно мерить? Не ошиблись, 103 сантиметра. Мы их там померили, 103. Пусть мерили коробком, я думаю, вдруг ошиблись. Ну да, можно ошибиться. А этот 102. 103, 102. Вот такой получился у меня трофей. Сейчас Сергей его сделает. Вы это увидите еще. Спасибо, что посмотрели наш фильм. Надеюсь, он вам понравился. Приезжайте на Алтай. Здесь очень круто.